Всем привет! У нас есть праздничный повод. У нас теперь 200. Ура, ура, ура! Вот, по такому невероятному случаю решил вам записать праздничное видео, внеплановое, в котором, во-первых, покажу вам живых панамцев, потому что в моих видео их достаточно мало, потому что я стараюсь снимать в тех местах, где либо очень мало людей, либо в то время, когда их там очень мало. Вот, а тут мы с вами пройдемся в воскресенье по набережной Синта-Костера, посмотрим на потрясающих спортсменов, велосипедистов и просто хороших людей, которые гуляют по набережной в воскресенье. И расскажу я вам о 10 фактах об этой прекрасной стране, которые вам необходимо, если не знать, то хотя бы держать в голове, если вы планируете сюда поездку. При этом неважно, это туристическая поездка или вы планируете полноценный переезд. Ну что ж, давайте не будем оттягивать. И первый факт, о котором вам надо знать, это розетки. Вот вы приехали в Панаму, поставили чемодан, достали зарядки, и они не влезают. Не влезают в плоские розетки панамские, потому что здесь розетки американского стандарта типа А и Б. Это два плоских штыря, иногда с третьим круглым заземлением. Здесь, конечно, важно сказать, что не иногда, а практически всегда. Просто техника может быть без этого штыря, поэтому это не критично. Напряжение, кстати, тоже другое. 110 вольт вместо привычных 220. Так что фен с родины тут скорее вам не пригодится. Поэтому перед тем, как брать с собой какую-либо технику, убедитесь, что на зарядном устройстве от этой техники написано 110-240 вольт. Это значит, что по приезду или заранее вам необходимо будет раздобыть только переходники. Если же на вашем зарядном устройстве красуется надпись 220-240 вольт, увы, такое лучше сюда не брать, ведь для такой техники придется покупать отдельно приблуду, понижающий трансформатор или преобразователь напряжения. Вот, и такие заморочки вам, скорее всего, не нужны, потому что ценник на этот понижающий трансформатор будет приблизительно такой же, как на ваш фен. Поэтому проще купить здесь новый фен под местные стандарты вольтажа. Второй факт – это деньги. Не то чтобы это прям было супер важно. Если вы с собой взяли доллары, то вы угадали. Если вы взяли евро, не критично, чуть-чуть потеряете на обмене валюты, потому что евро здесь ценится не так хорошо, как доллары. Это вам не Европа. Вот, в одном из отелей я видел, что курс обмена евро был ниже, чем курс обмена доллара. Поэтому здесь панамские бальбоа. Они привязаны один к одному к американскому доллару. И на вашу радость, если вы все-таки взяли с собой доллары, получается, что вам ничего и менять не надо. Потому что в ходу здесь бумажные доллары. Панама не печатает свои деньги, но все-таки чеканит свои монеты, чтобы показать свою идентичность. Поэтому бумажные здесь доллары, а монетки вам могут попасться всякие разные, как местные панамские копеечки, так и американские центики. Далее, что нужно знать еще? Это единицы измерения. Вы, возможно, наслышаны, а возможно и нет, тогда я вам об этом докладываю, что Америка прекрасная и своеобразная страна, и пользуется она своими единицами измерения. Там не используют километры и литры, там у них галлоны и мили, так как в видео про Панамский канал я рассказывал, что Америка приложила руку, в принципе, к образованию Панамы. Поэтому здесь многие вещи перенимали оттуда. И, соответственно, до 2000 какого-то года, не буду вам врать, потому что там переходили плавно, это был период не за один год, но уже там к 14 или, по-моему, к 15 году, в принципе, от большинства единиц измерения американских здесь практически отказались. В каком смысле? На продуктах все еще указываются как галлоны, так и миллилитры. Там, конечно, галлоны это на больших каких-то баклах. Если вы берете какой-нибудь пакет молока, там, соответственно, будут указаны унции, те самые ОЗ, вот, и миллилитры в скобочках. Если вы берете что-нибудь не жидкое, то, соответственно, вес будет указан в либрах, но будет продублирована цена за килограмм. То есть с продуктами здесь стараются дублировать и так, чтобы всем было удобно, потому что все-таки большинство туристов здесь американские, канадские. Что касается километров и литров, здесь в этом плане получше, потому что все дорожные указатели теперь в километрах, ну как теперь, с какого-то времени. И на автозаправках точно так же стали применять родные всем нам литры, поэтому ценник там не за галлон, а за литр. Приедете, не ошибетесь. Дальше, налог. Об этом я упоминал.
в предыдущих своих длинных видео, но те, кто их не смотрел, скажу еще раз. Здесь в магазинах при покупке товаров надо помнить, что на некоторые категории этих товаров есть еще налог 7%. То есть вы берете с полки наушнички за $10, на кассе вам пробивают $10 и 70 центов. Это нормально. Вот, налога вот этого НДС нет здесь на продукты, кроме крепкого алкоголя. Крепкий алкоголь тоже будет идти с тем самым НДС. Поэтому если вы планируете набрать себе полную корзину чего-нибудь непродуктового или крепкого алкоголя, будьте готовы к тому, что на кассе ценник будет всего этого дела чуть повыше, чем вы себе скалькулировали в голове или в телефоне. Дальше машины. Да, что не так с машинами? С машинами все в порядке, сразу вас обрадую. Вопрос в чем? Вот вы прилетели, заказали себе, допустим, такси, и в аэропорту к вам подъезжает машина без переднего номерного знака. Если вы обратите внимание, пока стоите ждете эту конкретную машину, то обнаружите, что практически у всех машин он отсутствует. Здесь, соответственно, передний номерной знак не обязателен. Поэтому все частные машины ездят без него. То есть те машины, которые принадлежат организациям, они обычно вешают знаки. Также знаки стараются вешать предметно таксисты, и это очень удобно, спасибо им большое. Но если вы заказываете Uber, который здесь работает, то, скорее всего, к вам приедет кто-то на личном автомобиле, и у него не будет переднего номерного знака. Поэтому, даже если вы знаете модель, надо будет обойти машину еще сзади, чтобы удостовериться, что это точно ваша машина, а не кто-то приехал на такой же машине за кем-то другим. Затем, вот вы такие все подготовленные, взяли переходники, доллары, знаете, что нет номерного знака и налоги, вот это вот все, заселились в какое-нибудь жилье, и, соответственно, буквально за день, наверное, у вас накопится мусор, который надо будет выкинуть. И тут неподготовленные граждане могут быть шокированы. Соответственно, в высотных зданиях я, честно, не видел мусоропровода. Может быть, в каких-то ЖК он здесь и есть, но в тех, в которых мы жили и снимали апартаменты, там не было мусоропровода. И при выходе на улицу вы на горизонте не обнаружите ни одного мусорного контейнера. Но вот в привычном нашем понимании вот эти вот зеленые помойки большие, здесь их, соответственно, нет. Если вы живете в ЖК, то ищите бетонный короб. То есть прямо на выходе из вашего ЖК должна быть такая залита бетонная коробочка с металлической решеточкой. Вы открываете эту решеточку. Если она как бы сетчатая, ну условно полупрозрачная, то проблем нет. Да, вы походите, посмотрите, найдете. Но в том ЖК, в котором мы жили, первым снимали апартаменты, там была глухая металлическая дверь на этой бетонной коробке, и ничто не выдавало, что это мусорка, а не какая-то там трансформаторная будка. Поэтому ищите, соответственно, вот это. Можете спросить у охранника, потому что в ЖК всегда есть охранник, он вам подскажет, куда можно выкинуть мусор. Если же вы сняли частный дом, то есть несколько вариантов. Возможно, перед вашим домом будет стоять такая металлическая корзина на длинной ноге. Это и будет ваша мусорка, куда надо выкидывать мусорные пакеты. Либо у вас будет решетка и отдельный такой короб в заборе. Тоже такая удивительная история, что вы изнутри подходите к собственному забору, кладете туда мусорный мешок, а сотрудники мусорной организации, они подходят с внешней стороны к этому же вашему забору, открывают другую дверь металлическую и забирают этот ваш мусор. Вот так вот все устроено. Либо, соответственно, у вас тоже перед домом будет такая металлическая бетонная будка с металлической дверью. Туда вы складываете мусор. Я когда первый раз увидел, подумал, что здесь настолько любят собак, что перед каждым домом строят собачьи будки. Вот, но выяснилось нет. Это не собачьи будки, это вот мусорки такие. На самом деле, когда привыкаешь, очень удобно. Первое время кажется очень странно. Вот, с мусором мы разобрались. Потом про жилье. Про жилье, а точнее про улицы. В принципе, вы, наверное, будете кататься на такси, поэтому вам не составит каких-то проблем доехать до любого места, которое вас интересует. Достаточно об этом сообщить таксисту. Если же вы возьмете машину на прокат и будете кататься сами, то, во-первых, рекомендую вам использовать приложение Waze, потому что Google навигатор, тем более Яндекс навигатор здесь. Яндекс здесь, наверное, вообще работать не будет, я, честно, не пробовал. Google навигатор здесь работает средне, то есть не то, чтобы совсем плохо, но дороги здесь
строятся, обновляются, Google не успевает за панамцами, хотя казалось бы, да. Поэтому используйте Waze. И к чему я это все рассказываю? К тому, что практически у всех жилых зданий, у жилых комплексов здесь есть название. То есть, так как в Панаме система адресов очень молодая, здесь решили хоть с чего-то начать, и всем домам дали имена вместо номеров, а улицам дали номера вместо имен. Вот, то есть здесь центральная улица, это Кая 50. Если вы посмотрите на Панаму, просто на Google картах, вы обнаружите там вот эти улицы 1, 2 и так далее. Вот. Здесь это все развивается, поэтому если вы куда-то едете, вам надо знать название этого места. То есть если вы едете к кому-то в гости, соответственно, лучше попросите сбросить у него координаты, чем вот название улицы, потому что там надо все равно будет искать. Не буду выносить в отдельный пункт, но имейте в виду еще такой нюанс, что здесь счет этажей начинается, как в Испании, с нуля. То есть первый этаж по-нашему, он у них здесь называется планта баха, просто нижний. А тот, который по-нашему второй, у них первый. А если вы приезжаете в Панаму надолго и с детьми школьного возраста, то будьте готовы к тому, что в Панаме государственные школы начинают обучение в марте. То есть, если вы планируете приехать сюда летом, в июне, да, когда у детей обычно каникулы, и устроить их в местную школу, то вы попадете на середину года учебного. То есть здесь времена года у нас отзеркалены. Здесь у нас, соответственно, лето с декабря по март, а в марте начинается осень, и с осени начинается учебный год. Вот, поэтому не то, чтобы здесь прям совсем что-то не так, но в Панаме, да, стартует все в марте. Не во всех школах, сразу скажу, это касается только государственных школ. Если вы пойдете в какие-то частные, порой достаточно дорогие школы, то некоторые из них, не могу сказать многие или нет, потому что не знаю, но некоторые из них точно стартуют с сентября, как вот все привыкли. Поэтому, если вы где-то в городе будете отдавать ребенка в частную школу, то, возможно, вы будете начинать с сентября, как обычно. Затем, в стартовый набор вещей я бы еще включил тот факт, что в стране запрещено курить. Тоже говорил об этом в отдельном видео, можете посмотреть. Но коротко, здесь есть закон, запрещающий курить в общественных местах. С сигаретами здесь проблем нет. В любом торговом магазине, ну в продуктовом я имею в виду, на кассе, если вы спросите, вам покажут. Ассортимент здесь, конечно, очень скудный по сравнению с российскими прилавками. Но тем не менее, то есть если вам очень хочется, сигареты вы здесь найдете. Просто вот курить посреди улицы я, конечно, вам не рекомендую, потому что так как вы будете, скорее всего, светлыми, к вам подойдут и сначала вежливо вам скажут о том, что здесь запрещено курить, но если вы будете многократно нарушать, вас начнут штрафовать, конечно же. В Панаме люди добрые, включая полицейских, но терпение у них тоже не бесконечное, поэтому не советую вам нарушать. И последний, 10-й пункт, вот так вот быстро пролетело в наше время, это дресс-код в государственных учреждениях. Вы приезжаете в страну, в которой плюс 30 каждый день, и если вы попытаетесь зайти в банк в тапочках и шортах, вас развернут прямо на входе. Вот. Здесь в государственные учреждения, банки, больницы тоже не пускают. Если женщина приезжает в короткой юбке, тоже могут развернуть. Поэтому одевайтесь целомудренно, чтобы вас пропустили. Соответственно, мужчинам хотя бы бриджи ниже колен и сандали. Вот в таком виде я пробовал, пускают. Вот если прям совсем пляжный вид развернут, это не солидно, им такое здесь не нравится. Поэтому в комментариях напишите, носите ли вы носки под сандали.